Дорогие друзья, всем большой привет! Сегодня покажу вам хороший и вкусный рецепт вареников на пару из творожного теста с клубникой. Мне потребуется 200 граммов творога. В данном случае я использую 9% жирности. Вы можете взять и менее жирный. Такой творог нужно пробить блендером. Если останутся совсем небольшие крупинки творога, ничего страшного. Если будете использовать более мягкий творог, то и крупинок вовсе не будет. Добавим 2 яйца, 1 чайную ложку соли без горки, 2 чайные ложки сахара и сразу перемешаем венчиком для удобства. Когда все хорошо объединилось, вливаем кефир 200 мл комнатной температуры. Творог я тоже взяла комнатной температуры. И еще раз все хорошо перемешаем. Кефир у меня 2,5% жирности, но можно взять и жирнее или даже менее жирный кефир, который у вас есть. Итак, перемешали. Теперь нужно добавить соду. Я добавляю 2 чайные ложки, вот так горку стряхиваем. Горочка нам не нужна. Сейчас сода погасится в кефире, так как кефир кислый и ничего не будет ощущаться, никаких посторонних вкусов, привкуса никакого не будет. Посмотрите, какая пена образовалась буквально через полминуты, даже быстрее. Вот так вступила в реакцию сода с кефиром. Кстати, обратите внимание, что если сода у вас старая, то лучше купите посвежее, так она будет более качественно работать, потому что когда сода долго стоит, она немножко теряет свои свойства уже. Итак, далее всыпаем муку, обязательно ее просеиваем. Ванилин в тесто для вареников я не добавляю, разрыхлитель тоже не нужен, так как соду уже добавили. В варениках, как и в любой выпечке, муку всыпать сразу же всю, которая указана в количестве ингредиентов, нельзя, так как мука у всех разное, свойства разные, продукты разные. Например, если творог более влажный, и муки уйдет больше. А если продукты более жирные и творог более сухой, тогда и муки уйдет меньше. Поэтому подсыпайте по чуть-чуть, подсеивайте и вымешивайте тесто. Мне удобнее сначала вымешивать большой силиконовой ложкой, а затем уже руками, когда тесто становится очень густым. Когда тесто уже практически готово, я вымешиваю его на рабочей поверхности. Так получается удобнее, быстрее и тесто хорошо вымешивается. Тем более, что тесто для вареников достаточно плотное, если, например, сравнивать его с дрожжевым. Если видите, что оно сильно прилипает к рабочей поверхности, совсем понемножку подсеивайте муку и продолжайте вымешивать. Слишком много муки постарайтесь тоже не добавлять, чтобы тесто не получилось жестким, иначе вареники будут жесткими. При этом тесто должно очень хорошо держать форму, быть упругим, средним по плотности. Оно может совсем слегка подлипать к рукам. Тесто нужно округлить, положить в любую емкость или можете просто оставить на рабочей поверхности, накрыть полотенцем или пленкой, пускай тесто сейчас отдохнет, клейковина в нем расслабится и затем его будет намного проще раскатывать. Если раскатывать прямо сейчас сразу же, то тесто будет сопротивляться и обратно съезжаться в комочек. А в то время, пока тесто отдыхает, приготовим начинку. Для этого я возьму 550 граммов клубники. Вес указываю без плодоножки. С плодоножкой это получится чуть больше 600 граммов. Клубнику нужно помыть. Мойте сначала с плодоножкой, потом ее срезайте, а затем нарезать на небольшие кусочки, чтобы было удобнее заворачивать в тесто. И плюс, чтобы аккуратнее получилось. Помимо клубники можно использовать и другие ягоды, например, черешню или вишню. Тесто отдохнуло, начинку приготовили. Теперь разделим его на 2 половинки. Одну уберем обратно в мисочку и накроем пленкой или полотенцем, чтобы оно не заветривалось. А другую половинку раскатаем в тонкий пласт, максимум до 5 мм. С этим количеством сахара тесто получится более универсальным по вкусу. Если вы хотите, чтобы тесто было действительно сладким, тогда добавьте сахара больше, но я обычно добавляю вот столько, сколько я вам сказала. Затем буду вырезать круги при помощи металлической круглой формочки, она у меня 10 см в диаметре, так как паровые вареники готовятся достаточно крупными.
Если будет прилипать к тесту, то просто окунайте ее в муку. У меня не прилипает. Остатки теста нужно собрать, смять в комочек, даже можно вымешать на рабочей поверхности и убрать под пленку или под полотенце, пусть оно полежит. Сейчас снова клейковина расслабится и его будет легко раскатывать, так как после вымешивания оно достаточно плотное. На каждый кружок кладем нарезанную клубнику и присыпаем сахаром по вкусу. Я буду добавлять по 1 чайной ложке, так как клубника у меня практически не сладкая. Если у вас сладкая, то можно положить меньше сахара. Края теста нужно слеплять очень плотно и аккуратно, чтобы тесто не порвалось и чтобы оно не открылось во время приготовления, так как может вытечь ягодный сок. У меня будет совсем простой шов, обычный, классический. Из этого количества теста получается 33 больших вареника. Пока лепите вареники, уже поставьте кастрюлю, пускай подогревается вода. Вода должна обязательно закипеть. И еще я вам хотела сказать, что в прошлом году я готовила вареники на классическом тесте с вишней. Их тоже обязательно посмотрите, они получаются не менее вкусными. Ссылочку я вам оставлю в описании. Я буду готовить вареники на вот такой пароварке. Это обычная накладка на кастрюлю. Если такой пароварки нет, вы можете затянуть вот здесь марлю, завязать, чтобы она была поплотнее, и готовить на ней. Если нет марли, то можно использовать сито или дуршлаг, если позволяет его форма. Прежде чем выкладывать вареники, пароварку нужно обязательно смазать растительным маслом, так как вареники могут прилипнуть. Выкладываем вареники на расстоянии друг от друга, так как во время приготовления они увеличатся в размере, ведь мы добавляли соду. И обязательно накрываем крышкой. Готовим вареники 6 минут, дольше не готовьте, так как тесто станет жестким. Готовые вареники снимаем и присыпаем чайной ложкой сахара. Вареники остынут, и благодаря этому следующая партия, то есть вареники, которые вы положите сверху, не будут прилипать. И прежде чем класть следующие вареники на пароварку, нужно опять смазать растительным маслом. Не забывайте об этом. Варенички хорошо поднимаются, становятся вот такими пышными. В некоторых местах, если вы пропустили дырочку или плохо защипнули, может потечь сок. Очень вкусные, мягкое тесто, воздушное, легкое, сладкая начинка. Просто идеально. А готовить их просто одно удовольствие. Очень хорошо такие вареники сочетаются со сметаной. Получается еще в несколько раз вкуснее. Обязательно попробуйте таким способом. Приятного аппетита, успехов и до новых встреч!